Всем привет! Сегодня будем вязать вот такого. Кто это? Может, мышонок? Не знаю. Но это тапочек. Вот такой смешной. Вот такой смешной детский тапочек. Для того, чтобы нам связать вот такое чудо, нам понадобятся обычные нитки. У меня даже это БУ. Ниточки что-то распустила. Можно будет купить вот такие глазки. Ну, они клеятся горячим пистолетом. Вот такой носик. Он у меня вот прикручивается, но я буду вот это... Куда же я тут в ножку буду втыкать? Это все плоскогубцами отрежу, отломаю и приклеиваю на горячий клей. Вот так вот. Чуть-чуть совсем темно-красных таких вишневых ниточек и немножко черных, чтобы сделать усики. Этот носик также можно связать вот из этих ниточек, связать кругляшочек и сюда пришить. Глазки тоже можно связать белыми нитками и черные пуговички вместо вот этих зрачков. Вот так вот. Ну и крючок, естественно, и что? Все. Игла швейная, что-то пришить, вышить. Начинаем вязание с образования скользящей петли. Вот так ставим нитку, вводим под нее крючок, поворачиваем по часовой стрелке, берем вот эту ниточку, кончик короткий который, и втягиваем в эту образовавшуюся петлю. Вот это у нас вот образовалась скользящая петля. То есть если мы потянем, она может раскрыться, может прикрыться, да? Берем вот эту ниточку короткую, обворачиваем и обвязываем эту скользящую петлю столбиками без накидов. Делаем одну воздушную петельку и теперь 6 столбиков без накида. Вообще весь этот тапочек будет связан именно такими столбиками без накида. Когда мы связали 6 столбиков без накида, мы вот за этот кончик потянули и затянули, нашей дырочки уже больше нет. Далее мы должны в каждом, тут называется, так мы вяжем донышко и для шапок, и для, вот, зацепили. И теперь мы должны развернуть работу, делаем одну воздушную петлю, разворачиваем работу в другую сторону. Потому что обязательно нужно разворачивать. А эту петельку я для себя ее всегда помечаю вот такой булавочкой небольшой. Вот прям в нее. Чтобы мне знать, откуда я начала вязание. Зацепили. И теперь мы должны в каждом столбике из 6 связать 2 столбика без накида. Таким образом мы будем образовывать кружок, наше донышко вот это. Вот. И вообще правила круга, вывязывания круга таковые: мы в каждом нашем ряду прибавляем по 6 столбиков без накида. То есть в этом ряду мы прибавляем, в каждом столбике мы провязываем 2, у нас должно получиться 12 столбиков. В следующем ряду мы в каждом втором провязываем по 2, у нас должно получиться уже 18 столбиков без накида. Провязали 12 столбиков без накида. Это у нас уже второй круг. Теперь заводим вот где у нас булавочка. Так, смотрим, вот она, булавочка. Заводим в эти 2 петельки, делаем соединительный. Заводим сюда, где булавочка, и делаем такую соединительную, как бы
Вот так вот. Эту же петлю вытягиваем вот в эту петлю. Так, делаем одну воздушную петлю для поднятия. В нее я ввожу иголку, чтобы не было, то есть булавочку, чтобы мне было потом понятно. Так, разворачиваю работу в обратную сторону. И буду теперь вязать обратно. Вот даже видно направление, да, петли. Я вот этой петлей возвращаюсь обратно. То есть в этой первой петле вяжу 2 столбика. Сразу же сюда прибавление делаю. 1, 2. Следующий 1 столбик. Опять 2 столбика. И так в каждом втором столбике делаем по 2. Здесь 1. У меня выскакивает ниточка. Здесь 2. 1, 2. Так довязываем ряд. В этом третьем ряду у нас будет 18 столбиков. И так мы вяжем вот это донышко. В каждом ряду прибавляем по 6 столбиков. То есть если здесь через 1, в следующем у нас добавки идут через 2, то есть в каждом третьем будем вязать 2, тут 2, потом 2 по одному, и в третьем опять 2 добавочка. И так потом в четвертом, то есть через 2 петли, потом через 3, и вот так мы делаем уже такой диаметр, который нас устраивает, который по ширине на нашу ножку подходит. И тогда мы уже будем вязать прямо, просто разворачивать работу то в одну, то в другую сторону. Вот здесь у меня видно, где я разворачивала работу. Я так сделала, чтобы этот такой вот корявенький немножко он получается, чтобы он где-нибудь на подошву приходился, потому что вот сейчас мы вяжем донышко до нужного нам диаметра окружности. Итак, я провязала 7 рядов. У меня сейчас в каждом ряду я прибавляла по 6 столбиков, то есть первый ряд это было всего 6 столбиков, дальше 12, дальше соответственно 18 и 24, 30 и вот сейчас 36 столбиков. И мне нужно, чтобы у меня вот такое донышко уже получилось. У меня сейчас последний ряд, где я буду прибавлять уже не 6 столбиков, я прибавлю здесь только 4, чтобы у меня уже вот на последнем моем кругу было 40 столбиков. Мне вот такая ширина, 40 столбиков. Вы делаете свою пробу, меряете, какие у вас получается, чтобы обхват вот ножки был такой, какой вам нужен. И сейчас я уже прибавляю, только делаю 2 прибавки. Вот здесь 2 прибавочки я сделаю, и с этой стороны я сделаю 2 прибавочки, так, чтобы мой кружочек делился вот так вот. И здесь провяжу прямо, и вот здесь вот по 2 прибавочки с обоих сторон я сделаю так. И дальше буду вязать просто прямо, меняя направление вязания. Значит, вот довязываю до своей меточки и поворачиваю. Вот сейчас бы я вязала в ту сторону, продолжала бы вязать, а так я разворачиваю работу и вяжу в обратную сторону. Это для того, чтобы у меня вот этот рисунок, вот эти вот полосочки были одинаковые. Если я буду вязать в одностороннем положении, направлении, то потом, когда я дойду вот к этому, мне придется здесь разворачиваться, и вот эта часть будет связана другим узором, не такой, как вот эта вот часть. Вот понятно, да, для чего мы разворачиваемся. Значит, разворачиваем работу и вяжем в обратном направлении, делая только 4 прибавки. Но это как у кого какая проба будет. Возможно, вам нужно будет еще раз прибавить 6 столбиков. Значит, вот я делаю первую прибавочку
и вторую прибавочку. И так вот я довяжу сейчас до конца, а дальше будем вязать без прибавок уже само тело вот этого вот носка. Носка, я имею в виду носик тапочка нашего. Итак, мы довязали наш полностью носик, вот этот, вот до этого места. Теперь, когда мы довязали вот сюда, мы делаем, значит, связали наш носик, мы делаем, чтобы вот эта вот часть, вот здесь, где мы переходили туда, ну, вот разворотик делали, вот ее как бы заметно, да, не хочется, чтобы она была где-то наверху, вот здесь вот где-то проходила по мордочке, мы ее хотим, допустим, сдвинуть где-то ближе к подошве, да, значит, нам нужно несколько. Так, теперь, когда мы связали уже вот до этого места, мы должны передвинуться такими полустолбиками, как бы вот с этого места, как бы боковушечки, с которой мы начинали все время наши ряды, мы должны передвинуться, потому что тут такой видно как бы шов или какой-то такой идет и мы вот такими полустолбиками передвигаемся немножечко к середине, чтобы сдвинуть наше совмещение рядов ближе к подошве на незаметную часть. Так, что-то у меня не получается. Нитка растрепывается, но ничего, сейчас мы с ней совладаем. Так, и вот сразу же в петлю. И вот они как бы такие почти что не увеличивают нам ряд, просто мы двигаемся немножко ближе вот к этому месту. Мы сейчас подойдем. Так, мы доходим к тому месту. Вот, еще немножко. Вот примерно вы видите, вот, если у вас здесь будет серединка, допустим, обратный ряд начинать, да? Вот, это уже уйдет где-то на стопу. Где-то на стопу. Вот еще одну сделаем. Так. И еще один разочек. Так. И здесь мы начинаем возвращаться в обратную сторону. Делаем одну воздушную петлю. Разворачиваем работу. И идем. Уже провязываем вот один ряд. Вот так, вот так. Вот доходим сюда. Опять делаем одну воздушную петлю. Разворачиваемся назад. И идем назад. Значит, вот мы сейчас будем вязать вот это место. Вот это место. Развернулись и пошли просто в каждую петлю столбчик без накида. И вот с данного момента нам уже эта булавочка практически не нужна. Вот так вот довязываем до вот этого места. Теперь мы приступаем. Вот мы довязали до пяточки, все боковушечки наши, и мы должны приступить теперь к вывязыванию пяточки. Вот. Размечаем себе, мы идем сейчас, будем вязать вот отсюда сюда. Значит, мы намечаем себе пяточку. Вот примерно до сюда. Вот отсюда мы начнем вязать пяточку. Значит, я прикалываю себе булавочку, меточку, можно ниткой наметить. И вот сейчас вяжем прямо сюда столбики без накида. Одна петля воздушная для подъема и столбики без накида. Вообще они называются просто столбики, да? Вообще крючком редко вяжу, поэтому не особо знаю, как там что называется. И вот так вот вывязываем до намеченной нами пяточки.
А как вы держите крючок, когда вяжете? Вот я держу крючок так, как мне удобно. Вот так, да? Но вообще книжки пишут, что нужно держать крючок как-то вот так, да? Вот так. Вот не знаю, мне кажется, нужно все-таки крючок держать так, как вам привычно, и быстрее получается. Но так тоже очень даже неплохо. Если привыкнуть вот так, как книжка учит, тоже хорошо получается достаточно, да? Я когда-то себя приучала правильно держать крючок. Так, вот мы довязали до пяточки. Но так и не привыкла. Вот здесь мы не делаем мы здесь петлю подъема. Вот через одну вытягиваем, соединяем как бы нашу стенку и разворачиваем работу назад. Развернули работу, и вот эту нитку рабочую я проведу изнутри, так как я не хочу, чтобы у меня по лицевой стороне тут образовывался из нитки такой вот, ну, вот не хочу, да, вы поняли, чтобы нитка мне тут не портила вид. И я вот так вот ее завела сюда и вяжем обратные столбики, идем назад. Вот теперь здесь нам надо будет посчитать, сколько мы оставили с этой стороны сверху, столько же оставить отсюда и сделать вот здесь вот пяточку. Итак, по моим расчетам, моя пяточка состоит из 7 столбиков. Вот я довязала уже ее до конца, вот первый ряд. Теперь я что хочу сделать? Вот здесь у меня изнаночная сторона, да, я сейчас вязала по изнанке. Я переворачиваю работу, вот так. Нить у меня идет сюда, а крючок я вытащу вот отсюда. Завожу его вот сюда, вот. Беру эту петельку назад и так немножечко ее уменьшу, и нить протягиваю вот таким вот образом, чтобы здесь у меня было, ну вот так мне нравится, чтобы образовывался вот такой вот красивый кантик. И опять же, петлю подъема я не делаю, провязываю 7 столбиков в обратную сторону. Раз, два, 3, 4, 5. Тут у меня соскочило, сейчас перевяжу его. 5, 6 и 7. Теперь через один вытягиваю петлю, и вот у нас сформируется, да? Теперь я перехожу в обратную сторону, нить прокладываю через по внутренней стороне, по изнаночной, да, и вяжу 7 столбиков в обратную сторону. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Опять же, я не хочу, чтобы у меня здесь образовывался некрасивый край. Я переворачиваю работу, вывожу крючок, вставляю его сюда, в петлю, и вытягиваю нить вот так. Вот такой вот краешек получается. И вот таким образом мы довязываем до самого конца нашу пяточку. И вот таким образом у нас формируется вот такая вот красивая, аккуратненькая пяточка. Довязываем ее до конца, буквально еще 3 ряда, наверное. Раз, два, 3, да, еще 3 рядика. Вот такая пяточка, смотрите, как красиво. Если мы так вот переворачиваем, как я делаю,
Вот так вот аккуратненько получается со всех сторон наша пяточка. Все, довязываем последний ряд нашей пятки, соединяем. Давайте соединим тем способом, который я последнюю вводим в последнюю петлю предыдущего ряда, да, и вытягиваем, вот так вот соединяем. Все, это у нас мы связали пяточку. Теперь вязаем кончик нити. Все, эту ниточку мы заделаем здесь. Наш тапочек готов. Теперь осталось его украсить. Здесь сверху обвязываем другим цветом, например, вот таким. Он сочетается с носиком нашим красненьким. И обвязывать здесь я буду рачьим шагом. То есть это называется обвязка рачьим шагом. Вот так вот она выглядит. Вот так она. Сейчас я покажу, как она вяжется. Ниточку я заделаю. Что у нас идут боковые, как бы, они петельками. Ну, вот так вот несколько раз ее здесь обкрутить. Ну, вот дальше мы обвяжем ее рачьим шагом здесь, и она уже никуда не денется. Эта ниточка. Вот так вот ее немножечко сюда протянуть под этих и обрезать. Начинаем вывязывать рачьим шагом, а нашу окантовочку, отделочку я начинаю ее с пяточки, чтобы здесь было потом удобно заделать обратный краешек. Значит, мы сначала, как обычно, вывязываем, ну, просто как бы зацепиться, да, одна петелька. Далее теперь эту ниточку я оставляю, потом я ее заделаю и вяжем основной нитью. Вот рачий шаг, он как бы назад вяжется. Вводим в петлю, вытягиваем и провязываем вместе. Как бы вот в обратную сторону, да? Вводим петлю, вытягиваем и провязываем вместе. Так, теперь мы должны вывязать вот такие ушки. Вот. Набираем цепочку из воздушных петелек, закрепляем и обвязываем столбиками без накида. Вот такие ушки. В зависимости от того, где мы сделаем ушки, очень зависит выражение потом мордочки вот этой, как у нее будут ушки торчать. Вот без них совсем не то. Без ушек было бы вот совсем другая мордочка. А так вот эти ушки, они придают такое смешное выражение, такое мордашки. Вот, значит, делаем цепочку. Сначала я вот так вот закрепляю. Сначала вот этот кончик вывязываю, первое, потом оставляю его и следующее уже втягиваю. Вот он как бы затягивается, да? Вот, а потом мы его обвяжем внутрь этого ушка. Итак, 2, 3, 4, 5, 6 и назад в то же самое место, практически рядышком. Цепляем. Так. И обвязываем уже вместе с вот этим кончиком. Так. Перехожу сюда вот
чуть-чуть разворачиваю. И обвязываем это ушко. Так вот нам надо, я маленький кончик оставила. Давайте вот сюда его. Да, наверное, вот так вот будет удобнее. Вот такими столбиками без накида. Вместе с кончиком, чтобы он у нас уже был в пределе. Завязанный. Вот здесь. И вот так вот, сколько сюда поместится столбиков, столько мы их и сделаем. Если вы хотите побольше ушки, можно сделать больше воздушных петелек. Вот. И таким образом мы довязываем до конца. Итак, вот я довязала до конца. Хочу еще сюда вместить один столбик. Так, и закрепляем. Закрепляемся. Так, вытягиваем нашу ниточку. Вот. И теперь нам эту ниточку нужно закрепить. Вот, мы ее сюда еще разочек, где-то вот здесь вот возьмем за ниточку, на самом теле протянем, вытягиваем аккуратненько эту ниточку сюда. Вот так. И вот тут за вот эти вот протяжечки мы ее просто замотаем. Вот точек. Если вязать большим крючком, то он получится более разболтанный, или как это сказать, мягче, да, получится. Вот, и теперь, когда мы закрепили вот так вот кончик, можно его отрезать уже. Вот эти вот все ниточки отрезаем. Теперь после того, как мы связали ушки, мы должны вышить усики. Вот мы примерно рассчитываем, где у нас расположен будет носик. Так, закрепляем ниточку. Чтобы закрепить ниточку, мы вот так вот на одном месте прошиваем несколько раз. Тут у нас будет сверху вот этот носик. Обрезаем вот эти кончики. Все, они уже никуда у нас не денутся. И вышиваем вот эти вот усики нашего мышонка. Вот делаем вышивочку такую. Обычным шорчиком, да? Так, теперь переходим вот так вот внутри. Я перехожу вот отсюда. И теперь горячим пистолетом мы приклеиваем носик вот в центр усиков. Так, и глазки. Капельку клея. Так. Все равно они получатся разными, с разным выражением лица. Это же не один и тот же мышонок, а два как бы дружбана. Ну, братика, да? Но они все равно должны быть разными. Вот такие у меня мышатки получились. Ой, у него даже глаз приклеился криво. Вот такие смешные мордочки. Ну и пусть так и будет. Вот. Ну, если не нравится, можно оторвать и приклеить заново. Но мне пока что нравится. Смешно. Главное, чтобы было забавно. Вот такие вот тапочки
у нас получаются смешные. Вот. Топульчики. Будут детки носить и радоваться. Да? Да. А потом вот эти вот, когда оно уже застынет, можно будет почистить вот эти все, что тут от клея лишнее. Когда оно уже прилипнет, хорошо застынет, вот это все можно будет, излишки эти все очистить. Всем пока. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. И не забывайте ставить лайки, если вам понравилось мое видео.